Ребятки, hello, как говорится. Приветствуем вас на Мальдивах. Мы находимся в интересном местечке по названием Conrad Maldives Рангале Айленд. И посмотрим с вами одно из самых технически сложных и интересных сооружений в мире. Это подводный отель. Вилла, которая называется De Muraca, что в переводе с местного означает коралл. Что к чему? Будет интересно. Обзор. Поехали. Ребятки, интересный факт. 24% всех, кто приехал на Мальдивы в 2021 году, это россияне. То есть почти каждый четвертый человек вот здесь – это наш соотечественник. Тем не менее, чтобы добраться сюда, нужно совершить несколько довольно непростых и дорогостоящих действий. Во-первых, перелет. Самый простой вариант – это, конечно, рейс Аэрофлота. Прямой рейс Москва-Мали, перелет только ночной. Время в пути 8 часов. Если вы с детьми, имейте в виду, перелет ночной. Стоимость билета вот столько, и это на одного человека. Но как мы увидели вот на этом острове, на Мальдивы многие летают семьями. Это 3-5 человек. Возьмем 4 человека. Стоимость билета на 4 до Мальдив, прямой рейс, вот столько. Ну окей, вы прилетели в Мали, это столица Мальдив. Кстати, это весь город Мали. Площадь 6,8 квадратных километра. Площадь Москвы в 376 раз больше. Особенность Мальдив заключается в том, что все это острова, и некоторые находятся очень далеко от столицы. И чтобы туда добраться, нужен или гидросамолет, или, если вам такие штуки не нравятся, тогда катер. Гидросамолет – это от 10 минут до 1,5 часов, в зависимости от расстояния. Катер, если вы выбираете такой вариант, это 2-6 часов еще пути сверху. По деньгам 5-30 тысяч минимум на одного человека. Есть, конечно, и быстрые варианты, это вертолет, но еще 150 тысяч рублей сверху. Но зато потом, после 17 часов пути и всех этих расходов, вы попадаете вот сюда. Итак, Conrad Maldives Рангале Айленд, который находится прямо за нами, это 5-звездочный отель, расположенный на 3 островах. Ну как на 3? 2 из них туристические, а один остров – это остров только для персонала. Да, у сотрудников этого отеля свой персональный остров для проживания. Итак, читаем. Отель удостоен множества наград, располагается среди коралловых рифов, где обитают акулы, скаты, дельфины и черепахи. И все это правда. Всех, кроме дельфинов, дельфины тоже есть, мы всех их уже здесь видели. В отеле 12 ресторанов и баров, включая подводный ресторан Ита, который мы, кстати, тоже сегодня с вами посмотрим. Для любителей активного отдыха дайвинг-экскурсии. Бренд Conrad принадлежит международной сети Hilton. Стоимость проживания в сутки от 57 600 рублей. За что такие деньги? Давайте посмотрим. На острове несколько типов номеров. Помимо самого дорогого подводного сьюта, вилла, есть и обычные номера. Живности очень много. Даже если летучие мыши, сказали, абсолютно безобидные, летают детям в радость посмотреть на живность, которая здесь живет. Передвижение по острову только на электрическом транспорте. Это обычно или... Все? Нет? Это обычные или электрические велосипеды, а также вот такие вот гольф-кары. Естественно, все бесплатно, просто звоните, вызывайте, за вами приезжают и везут в ресторан, потому что расстояния довольно большие. Так вот, есть самая дорогая вилла, которую мы, естественно, посмотрим. Есть те самые, вот как на картинках, роскошные виллы у воды. А также есть обычные номера с прямым выходом к океану. Это дорогие, а также чуть дешевле. С него и начнем. Пойдем. Итак, это самый простой номер на этом острове. И он называется Beach Villa. Здесь у нас две раковины, моем руки, идем дальше. Еще одна ванная комната, собственно, туалет. Эту ванную комнату часто используют как детский вариант, потому что многие семьи приезжают с детьми, и, собственно, высота раковин, видите сами, ребенку очень удобно. Еще один диван здесь, чтобы смотреть телевизор, небольшая рабочая зона, а также здоровенная кровать 2 метра. Этот диван можно расширить, так называемый extension есть, то есть диван увеличивается, делается вот так, и вот так, и у вас что-то вроде своей отдельной комнатки. Но если вам нужно еще больше места, есть секретная дверка. Открываем. И здесь у нас дверь в соседний номер. Вы можете арендовать соседний номер, и там разместятся бабушка, дедушка, теща. Почему нет? Мини-бар. 3 бутылки воды сразу. Это минимально необходимый набор. Солидно. Каждый найдет себе занятие по душе. Чайник, кофемашина, 3 бутылки воды. Приятно, если там захотелось вечером чайку попить или не выходить, в принципе, можно здесь себе все приготовить.
Вот еще забыли показать. Гардеробная 3 квадратных метра. Естественно, закрывается. У нас есть... нашлась душевая кабина. Она находится на улице. Это такая фишка, это такой формат. Здесь есть номера с нормальным душем, с ванной комнатой, но это вот формат душа на улице. На Мальдивах всегда примерно плюс 30 днем и плюс 27 ночью. Ванну можно принимать даже ночью и даже на улице. Вот такой формат многим нравится, и многие специально просят именно душ на улице. Почему нет? Второй выход на улицу, прямой выход к океану. Идем. И теперь самое приятное. Вот эта вот дорожка. Давайте я вам покажу, что там дальше. Ребятки, все как в кино. Абсолютно все номера, даже самые простые, в этом отеле имеют собственный выход к океану. За шезлонги, естественно, платить не надо, все бесплатно, все уже включено в стоимость. И самое приятное, сейчас у отеля довольно плотная загрузка, то есть многие номера заняты, но так как длина береговой линии просто очень большая, людей здесь встретить — это на самом деле редкость. Это вот обычная загрузка пляжа. Видите, никого нет. То есть люди есть, но кто-то вот там, кто-то на той части острова. И это, пожалуй, самый приятный момент. Вот за это люди и переплачивают. Ребятки, ну и теперь самый интересный формат проживания не только в этом отеле, но и в принципе на Мальдивах – это вилла на воде. Все мы видели эти картинки, красотища. Такой формат тут тоже есть, причем на втором острове реставрируются виллы, те будут прям совсем новые. Богато. Небольшая рабочая зона. Поработать с таким видом, да, 5 баллов, хорошо. Гостевая зона вот здесь. Это тоже диван-кровать, который вмещает 2 гостей. 3 пульта, спутниковое телевидение, большой телевизор, любой канал, в том числе российское, это все есть. Бар. Тут уже прям не мини-бар, а целый бар. Винный шкаф у нас есть. Вы тоже обратили внимание, что здесь большая площадь стекления, но все эти окна, все эти стекла можно закрыть. Деревянные жалюзи полностью опускаются, и утром можете просыпаться в темноте. 2 раковины у нас, сразу 2, и теперь самое классное. Панорамное стекло не только вот тут, но еще уходит вниз, вот туда. То есть рыб можно разглядывать. Вот умываетесь, чистите зубы, и можно разглядывать рыбок, прямо туда смотреть. Еще одна дверь. Это у нас туалет. Это самая ламповая раковина, которую когда-либо видел. Смотри, какая кастрюлька стоит. Ух ты! Это душевая кабина. И это размер ванной комнаты. А душевая кабина вот здесь. Представляете, можно открыть окно, в ванной своей здесь лежать и смотреть туда. А если захотите поплавать, можно просто встать и нырнуть туда, прыгнуть. Так, спальня. Это у нас спальня. Как вам? Шкафчики. 3 шкафчика. Ну вот так вот. Ну и вот оно, главное преимущество виллы на воде. Здесь есть ваш собственный спуск к воде. Рыбалка, насколько я знаю, разрешается. Ну и то, что мы не заметили в начале, это джакузи, ваш собственный джакузи. Высокие заборы, то есть находясь здесь, вот отсюда все, вас уже никто не видит. Это у нас вилла на воде, которая, повторюсь, есть еще в конфигурации 2 спальни. Ну и дальше у нас что? Есть кое-что еще интересное. Посмотрим. Это Джордж. Местная звезда. У него есть свой хэштег в социальных сетях. Он как бы иногда улетает, но всегда тусуется где-то рядом сейчас. Джордж. Джордж, привет! Он привык к людям, его постоянно все фоткают, и местные говорят, что ему нравится фоткаться. Но, видимо, к видеокамере он еще не привык. Ну, ребятки, хочется поговорить об интересном. Как вы поняли, сюда приезжает много россиян. Но здесь есть россияне, которые не только отдыхают, но и работают здесь. Прошу любить и жаловать. Любовь, здравствуйте. Здравствуйте. Да, тут принято вот так вот, да? Здесь принято, мархаба. Прогуляемся немножко? Да, конечно. Расскажите, пожалуйста, вы что здесь делаете? Мы вот заехали поработать, а вы?
И вы работаете, Я да? здесь также работаю, Так. да. Я работаю здесь guest relation менеджером в этом прекрасном отеле. Это забота о гостях. А откуда вы? Я сама с Казахстана. Как вы попали сюда? Как вообще так получилось? Я работала раньше в Катаре. Моя карьера началась в 2012 году. Мы, как ательеры, мы обычно ищем какие-либо вакансии, Ага. интересующие нас. И если мы их находим, мы подаем наше резюме. Так. Соответственно, если проходим интервью, попадаем на эту вакансию. Если, конечно, обе стороны согласны на условиях. А вы учились этому как-то? Да, я закончила университет на менеджер туризма. Ого, то есть Да. прям по специальности? Да, я работаю по специальности, что Классно. удивительно на самом деле. Редкость, да. Да, это редкость. 2 недели отдохнуть, это понятно, так сказать, перезагрузиться. Но вот люди, которые здесь, вот как вы, проводят, я так понимаю, месяцы и даже годы, возможно. Годы, да. Как это на психике сказывается? То есть весь остров можно обойти там за 2-3 часа. А что потом? Здесь у нас есть возможность путешествовать. Мы можем выезжать за пределы острова. Компания предоставляет даже чартеры, то есть мы можем садиться на самолетик, если нужно, брать выходные и выезжать в Мали. На родине когда были в последний раз? Была в августе. Что скажете, как вот контраст? Есть какой-то? Конечно, каждый раз, когда возвращаешься на родину, чувствуется разница. Это как совершенно два разных мира. Ага. То есть это путешествие на самом деле по мирам. Вспоминаешь, как Так. это, привыкаешь, а потом возвращаешься обратно сюда, в совершенно другое место, абсолютно другую природу, абсолютно другим людям, язык другой, естественно, все совершенно другое. Поэтому это и кажется как будто путешествие между мирами. И ты немножечко еще частично тот человек, Так. переезжаешь сюда, и это, да, есть немного, пару дней адаптации тебе все равно нужно. Но это интересно. По-русски здесь есть с кем поговорить еще? Да, конечно, у нас есть девочка-интерн, которая работает в бутике, 2 девочки работают в ресторанах. Скоро мы нанимаем еще консьержей. Так. Это моя команда будет. Ага. Еще двое будут. И в дай-центре у нас еще есть русскоговорящая девочка. Хочется вас совета спросить. Если кто-то из наших подписчиков, так сказать, захочет, потом, классно, мне бы поработать там пару лет на Мальдивах, какой совет, так сказать, какая инструкция, что нужно делать? Если, допустим, люди, которые обучаются на туристическую индустрию, вот, опять же, интересуют работой за рубежом, они могут также подать заявление в отеле как интерны. Ага. Как я говорила, у нас уже есть одна девочка-интерн из Казахстана. Типа стажировка? Да, это стажировка. У них будет в резюме написано, что они работали. И, в принципе, они делают ту же самую работу, что и делают обычные наши сотрудники. Они обучаются, они понимают, как что все работает внутри, и после этого возвращаются в свою страну, доучиваются или заканчивают обучение. Ну вот очень грубо, скажем, от стажера, завтра, значит, я пришел, устроил стажером, до управляющего Conrad Maldives Roncalli Island. Это, ну, теоретически, такое же возможно, правильно? Сколько лет должно пройти? Честно говоря, очень трудно сказать. Однако я знала генеральных менеджеров, которые в свои молодые годы, ну, то есть 33 года, стали уже, 32 даже года, стали уже генеральными менеджерами. Ничего себе. То есть, да, то есть это все зависит действительно от человека, насколько он проактивен. Но оплата достойная? Оплата Сравнимо достойная. вот с СНГ, с Россией? Да, для Мальдивов, на Мальдивах очень достойная оплата. Еще раз большое спасибо. Большое спасибо И удачи вам. Да. И вам спасибо. Спасибо. Ребятки, большая удачи. Генеральный менеджер отеля. Уникальная возможность. Зададим несколько вопросов. Very nice to meet you. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. So please tell us how the hotel was built and when. This hotel opened 27 years ago. First it was just Roncalli Island, which is the very first water villas in the Maldives of 27 years old. And then this island was built afterwards, and then the team member island and the Maraca in 2018. How many employees do you have right now here on the island? 425. 425? And Yes. how many guests? At the moment we've got about 220 guests on property, but we've got 151 villas, so you can have up to 390. But still, you have more employees than guests, right? Always. 5-star luxury. Wow. Do you know any employees who spend like 10, 20, 30 years on the island working here? We're very fortunate where lots of our team members have been here since the resort opened. Wow. And a lot of the team has grown up with the resort, and it's been really nice because it's a very special family feeling. And because we have our own island for team members, it's a home. So the main question, electricity
Wi-Fi and clean water. Okay, so on the team member island, which is over there behind us, we have a very big RO plant, which is reverse osmosis. Wow. So we make our own water every day, and we have a whole filtration system, and then it goes into the tanks in the various areas of the resort. And then we have a further filtration system for drinking water as well, and for sparkling water that's in your villas. So it's also very sustainable and eco-friendly. Electricity, we have 4 very large CAT generators, as well as backup generators on all the other islands as well. And for Wi-Fi, very, very, very important, a lot of fiber optics. Yes. Yeah, and get it done. And we have our suppliers in the capital, and it works out that way. When do you plan to open? At the end of December. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Заходим. Готовы? Добро пожаловать в один из самых дорогих, интересных, продуманных, уникальных отельных номеров в мире. Это подводная вилла Де Мурака. Но чтобы вы понимали, это не просто какое-то вау-местечко. Приехали, сделали фотки, хоть и за приличные деньги, запостили в Инстаграм. Это место, где можно классно отдохнуть. Но я думаю, вы уже поняли. Стол, обеденный стол накрыт на троих, следующий заезд у нас на 3 человек, огромная барная стойка, естественно, можно вызвать бармена, вам будут готовить коктейли, обслуживать на протяжении всего периода вашего нахождения здесь, телевизор, 90, очень много дюймов в этом телевизоре, вот такие двери, управление климатом 23,5 градуса стабильно во всей вилле, во всех помещениях. Это у нас мастер-бедрум, то есть основная спальня. Открывается такая прогулочная зона. Давайте вам покажем самую инстаграмную ванну в мире. Официально. Я, честно говоря, инстаграмом особо не пользуюсь, подтвердить не могу, но вот люди, которые отвечают за этот номер, говорят, что это самая инстаграмная ванна. Можете поискать по хэштегам. И можно ничего не стесняться. И когда я говорю, что можно ничего не стесняться, я имею в виду 4 квадратных метра прозрачного туалета. Добро пожаловать. Ванная комната больше похожа на футбольное поле. Длина, бельевые шкафы. Еще халаты. Это еще одна двойная спальня. Еще один умный унитаз, душевая кабинка здесь. И вы, ребятушки, подумайте, да чем тут заниматься, кроме как на рыбок смотреть? Тут есть свой фитнес, ваш личный фитнес. Беговая дорожка, Техноджим, кстати, уважаемая фирма. Велосипедный тренажер, вот это отличная вещь. О, подожди, это что за дверь? А, вот так можно пройти. Подожди, еще 2 двери. Еще один туалет. И вот еще одна дверь. А, и вот такой проход сюда. 4 шезлонга, Infinity Pool, то есть бесконечный бассейн. И у нас спуск в воду, да, есть лестница. Можно спуститься и поплавать, а можно просто нырнуть с разбегу. Официально разрешается. И рядом никого. Ближайший берег вон там. Еле различим. Вас никто не увидит. Так, вижу интересные двери лифта. Слева вижу еще более интересные. Это торчащая из-под воды огромная синяя труба. Это лифт, а также винтовая лестница, которая, кстати, спроектирована известным японским дизайнером. Давайте все-таки по лестнице. Бурлит. Слышите? Три метра. Вижу голубое свечение. И начинается красота. Впечатление просто вау. Я все это видел на картинках, на видео, но живьем. Броня. Не, давайте отсюда начнем. Душевая кабина. Да посмотрите.
душ принимать с такими... Я хотел серьезным лицом сделать этот материал, все-таки нас смотрят, так сказать, разные взрослые люди, но это не просто невероятно, это невозможно сохранять серьезное выражение лица здесь, потому что это не просто вау, это просто фантастика в плане технологий строительства и того, что человек может сделать. Слушай, сверху, посмотрите, вода, рыба плавает, вон мальки какие-то. И основная спальня. Так, давайте немножко оставим эмоции. Интересные технические... Ух ты, смотри, какой кабан плывет. Смотри, скорее, лови его. Итак, это место открылось в ноябре 2018 года. Архитектор Ахмед Салим, дизайн интерьеров Юдзи Ямадзаки. Естественно, все это сделать, спроектировать было нелегко, но не для Ахмеда Салима, потому что несколько лет назад, до того, как открыли подводный сьют, подводную виллу, он построил здесь и спроектировал подводный ресторан. Длинная винтовая лестница. И вот он, подводный ресторан. Говорят, здесь плавает настоящая акула, прикормленная какая-то специальная. Пока не видно, видимо, по делам уехала. Значит, подводных ресторанов на Мальдивах несколько, но это первый в мире подводный ресторан. Естественно, первый ресторан на Мальдивах открыт в 2005 году. И вот она, вот акула плывет, смотрите. Ну, это такая, то есть не опасная какая-то местная спокойная акула, даже рыбы ее особо не шугаются. Значит, он открыт в 2005 году. Корпус этого ресторана был также собран в Сингапуре, привезен сюда, на Мальдивы, на корабле. Вес... Что это было? Это надежно вообще все? Ну, вроде, да. Опа! Вот это удача, смотри. Интересно. Есть чем заняться. На Мальдивах есть чем заняться. То есть, ребятки, отвлеклись. Вес конструкции 175 тонн, вес песчаного балласта 85 тонн, чтобы все это, естественно, стояло надежно. Ресторан рассчитан всего на 14 мест. Место тут лучше бронировать заранее, потому что гостей на курорте отдыхает намного больше. Этот ресторан получил множество международных наград, в том числе награду «Самый красивый ресторан в мире». Но и называется он не Итха, как часто пишут в интернете, он называется Ита, так нам сказали, это в переводе с местного языка «жемчужина». Ну и, как вы поняли, опыт строительства этого ресторана был использован в строительстве подводной виллы, которая больше, которая сложнее, но тем не менее вот то, что удачно удалось построить вот это вот, натолкнуло на мысли, почему бы не построить что-то более грандиозное, это подводную виллу. И если подводных ресторанов на Мальдивах несколько, хоть и это самый первый в мире и один из самых эффектных, то подводная вилла все еще одна. Прямо сейчас мы находимся в подводном куполе. Куполе, который сделан из бетона, акрила, а также стали. Да, и сразу ответим на самый популярный вопрос. Эта штука бронированная. 3 года она уже здесь стоит, даже больше, с учетом испытаний. По ней много раз стучали, и не только рукой, все в порядке. Ничего не треснуло, нигде ничего не подтекает. Это все очень надежно. Строительство самой капсулы происходило в Сингапуре. Затем было очень интересно. Всю эту конструкцию, которая, между прочим, весит 600 тонн, погрузили на корабль и повезли из Сингапура на Мальдивы. Даже не спрашивайте, во сколько обошлась эта доставка. Но стоимость всего проекта $15 миллионов. После того, как капсулу доставили на Мальдивы, ее надежно закрепили. 10 бетонных столбов. Так что капсуле не страшны ни приливы, ни сильный шторм. Да и в целом говорят, что она продумана до мелочей и отвечает вообще всем стандартам безопасности. У нас тут, естественно, полная коммуникация. Сюда заведен интернет. Сюда под воду заведен интернет. Сюда заведен интернет, заведен телефон. То есть есть прямая связь с отелем, блок розеток, 2 диванчика, беспроводная зарядка. Ну-ка. Работает. И у вас, конечно, возник вопрос. Как быть со светом? То есть как сделать блэкаут, как сделать так, чтобы было темно? Не вопрос. И вот у нас большая палатка. Детям в радость такие штуки. У нас есть вот такая комнатка, где можно просто сидеть и смотреть. Можно кушать, можно отдыхать, можно сидеть и смотреть вот такое кино. Там внутри
коралловый риф, он постоянно обслуживается, плавают водолазы, стекло чистится с этой стороны и, естественно, изнутри, когда приходит уборка. Ну и также вы можете взять акваланг, погрузиться к рифу, то есть акваланг есть в комплекте, и поплавать вот здесь вот вокруг. Эта шторка тоже закрывается, ну, собственно, закрывается полностью, и здесь тоже может быть темно. Даже гардероб с окном, посмотрите. Душевая кабинка. Раковин у нас 2 штуки. Возник вопрос, так сказать, из зала, сколько все это стоит в сутки. В сутки стоит, ребятушки, это недешево. Значит, минимальная стоимость ночевки вот здесь вот составляет $9999. Это сутки с завтраком на 9 человек. То есть, в принципе, по 1100 можете скинуться и остановиться здесь без проблем. Максимальная стоимость этого номера составляет около 20 с лишним тысяч долларов. Это гидросамолет, это бесплатный катер, на ваш выбор, смотря кому что больше нравится. Это ваш личный повар, персональный трансфер, собственный дворецкий, и все это круглосуточно, а также фитнес-тренер, тоже специальный человек приходит вас тренировать, а также спа-процедуры по вызову. Ну и повторимся, собственный гидроцикл. Конечно, очень дорого, но, честно говоря, если у вас появится возможность, когда-нибудь обязательно посетите это невероятное место. Все ссылки внизу. Спасибо, что посмотрели, и ждем ваши комментарии. Увидимся. Пока.